Добрый день. Только вылез из берлоги своей, еще ничего не убрал. Время 3 часа 30 минут почти. Седьмой день это получается заканчивается. Ну что сказать, вроде бы горло начинает отпускать. Уже не так резко болит. Я так понимаю, это, наверное, раздражение, которое вот болело. Вот оно еще. Кашель тоже немного отпускает. Уже не такой острый, как вот пытался он возобновиться. Но голова болит просто жесть. И слабость. Вот именно такая. Не которая слабость, когда болеешь, а вот именно такая слабость немощная, такая какая-то, не знаю, вот после болезни, наверное. Потому что тяжело все делать, даже просто пешком вот так пройти, просто отдышка, тяжело. Ну, быстрее всего какой-то вирус типа ковида я переболел. Потому что я вкус потерял, запах потерял. Такое что-то, ну, совсем пока нету ни вкуса, ни запаха. Так, что-то чуть-чуть, может, что-то есть, но, можно сказать, нету. Поэтому, не знаю, перекусить надо, но сил нету вообще, честно. Но, по крайней мере, нету лихорадки никакой. Сейчас не колотит, не трясет. Как говорится, в этом плане нормально все себя чувствую. Я говорю, сейчас единственное, это, наверное, восстановление. Это то, что голова болит, это уже просто от лежания. Ну, 7 суток, что получается, в стельку тут лежал. Никуда не ходил. Тоже сказывается. Но надеюсь, горло, что завтра совсем пройдет. Уже и кашель это отпустит. Но мокрота, которая вот мешает совсем выздороветь, вот она все равно сидит. Горло не так болит, я говорю, но мокрота еще есть. Оно поначалу утром такой сухой был кашель, вообще сухой, просто без мокроты. Потом вроде сейчас что-то опять, чувствуется мокрота. Так бы подышать бы чем-нибудь, вот как это в детстве над горячей картошкой лечились, насморк и горло. Потому что когда спокойно, вроде ничего нет. А вот резко вдохнуть, если резко, то сразу кашель. Это вот как бы еще есть немного в легких. Вот эта мокрота, как говорится, зараза сидит. Поэтому, может, есть как вариант сходить в сауну, посидеть. Но там сауна такая слабенькая, там, чтобы пропотеть 20 минут сидишь, тяжело в таком состоянии. Короче, посмотрю. Но в любом случае, выздоровление потихоньку есть. Так что ж, еще раз спасибо за поддержку. Все будет хорошо на выздоровление. Блин, чем я все-таки болею, я даже понять не могу. Пипец полный. Вроде бы на выздоровление. Температуры теперь нету. Горло вроде бы прошло. Там остаточное явление. Немного кашель. Я говорю, температуры нету. А такая слабость, я просто ничего, у меня просто сил нету даже просто выйти из машины. У меня голова начинает кружиться, если я начинаю там ходить, резко двигаться что-то. И просто даже вот семгу сейчас ем. У меня сил нету разогреть ее, просто поехать там до магазина, разогреть ее хотя бы. Просто я не знаю, что за фигня такая. Короче, все больно делать. Тело еще такое болит. Как бы не так, как в эти 6 дней было. Но все равно. Наверное, пока вот эта мокрота не выйдет, которая сидит тут где-то в легких, не знаю. Наверное, так пока еще будет.
И голова болит, ничего не помогает. Таблетки уже выпил. Что-то голова не проходит, так болит. Жесть, бляха. Что за херня, бля, подхватил я. Вот так вот. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Здоровый, здоровый, а вот раз вирус подхватишь, от вируса уже нет спасения. А вируса, ну, если это вирус, то надо антибиотик. Поэтому без антибиотика как бы тяжеловато, вот, наверное. Но так как у меня его нет, вот оно из-за этого так сидит эта болезнь. Я полный пипец. Думаю, сейчас хоть семки съем, хоть чуть-чуть, может быть, полегчает. Я хотя бы воды скипячу, горячего чая. Бля, что за херня такая непонятная. Блин, что за ерунда происходит, я понять не могу. Температуры нет. Температура 36,4. Но состояние как пьяный. Вообще сил просто нету. Я выхожу, а меня шатает как пьяного. Что это такое, бля? Горло почти прошло. Нету кашля. Но мокрота вроде как бы есть в горле. Ну, там в легких или еще что-то. Ну, даже хрипота, наверное, слышится. Ну, голова болит вот самое. И голова кружится. Пока сижу, так ничего. Как только выйду, просто как будто пьяный. Как будто я, не знаю, водки там бутылку выпил на голодный желудок. Не знаю, что за ерунда. У меня такое было, когда я ковидом заболел в больнице. Ну, дома заболел, в больницу меня как бы увезли. Это сам в ковидное. Там я отлежал, сколько не помню, и вроде пошел на выздоровление. Все, хотели там выписать меня на этой неделе, скажем так. Ну, в начале недели сказали, до конца недели выпишем. И меня в четверг было как, не в четверг, это в среду было, это в ночь температура поднялась там до 40. И утром в четверг меня просто накрыло. Я таким овощем стал. Я даже не мог ходить вообще. Я сидеть не мог. Я хотел в туалет сходить, кстати. Я просто сажусь и падаю. А стоять вообще не мог. Я еле встал, хотел через силу. Ну, в туалет же надо сходить. А я не мог просто. Я падаю сразу же. Ну, падал. Вот там меня потом и закололи. И вот такое же состояние. Только сейчас-то у меня не было температуры. Но вот такое пьяное состояние, это вот что-то такое подобное, как тогда я испытал. Я как овощ был. Ну, сейчас я могу встать, как бы так, это встаю. Но говорю, я встаю, меня сразу кружит, как пьяного. Я быстро не могу идти, я так потихоньку. Что это за фигня такая? Либо это слабость после болезни вот такая. Либо что, я, вообще не понимаю. Либо то, что я вроде как выздоровел, почти, можно сказать, да, но не до конца. И так как вирус нельзя так просто, ну, не просто его победить, его как бы антибиотик. А я антибиотики не пил. Вот может из-за этого. Бля, вообще, я реально говорю, я как пьяный. Я вот даже сижу, а такое ощущение, что я вот пьяный. Блин, что за херня, бля? Что за заразу подхватил я? Пипец, бля. Последнее, за что болезнь пытается зацепиться у меня, так это вот, наверное, за легкие. Потому что температуры нету, кашель тоже уже практически, ну, только если как его сам начинаю откашливать, тогда вот. Либо вдохну резко, тогда кашель. Но у меня хрип в легких.
Я не знаю, как это пневмония болеет. Пневмония это уже это такая тяжелая, там сопровождается температурой, по-моему, да? У меня, если такого нету температуры, то это не пневмония. Потому что такой хрип, как внутри. Одним словом, я сейчас взял старый метод. Короче, воды скипятил кастрюльку, накрылся полотенцем, маленький газ сделал такой еле-еле и над кипящей водой подышал. Прямо такой глубокий, такие глубокие вдохи сделал, прямо над кипятком, на горячем. Даже чуть-чуть, даже если скажу так, чуть полегче стало. Может, надо вот кастрюльки, только нет, это там пищевая. А то у меня масла есть разные, эвкалипты, там еще что-то. Вот заварить их и получается над ними подышать. Но даже просто над водой горячим таким паром, не знаю, сейчас посмотрю. Короче, сейчас подышал, посмотрю, что будет. Если будет легче, то я еще подышу. Это, походу, наверное, самое такое в моей ситуации дан оптимальный вариант. Потому что, говорю, что-то там в легких сидит, вот никак не могу выкашляться. Все, я перекусил в магазине. Сейчас заехал тут в подземную парковку. Тут встал к стенке, чтобы не видно было. Скипятил чаю и как раз там и погрелся. Сейчас попью чайку. Или хотя хочется кофейку, хочется пить. И все. И будем дальше болеть. Что? В моем варианте, наверное, только время. Отлеживаться надо и все, восстанавливаться. Болезнь, как бы я так понял, кризис уже прошел. А теперь только восстановление осталось. Я так понимаю, она тоже не на раз-два будет. Я сейчас подышал над горячей водой. Малый газ такой включил. Вода кипит. И я прямо там сколько? Наверное, 5 минут, наверное, не подышал. Пару минут. Ну, сам примерно там. Где-то до 5 минут. Потом кофейку попил тут, бля. Меня прямо тут в жар кинуло, как очередной раз. И горло прямо легче стало. Прямо, ну, откашлянулся такими, ну, уже. И уже нету хрипоты. Если сейчас в самом деле будет еще так лучше, то я еще раз подышу над кипятком, просто над кипятком, горячей водой. Фу, бля, жарко. Прямо чувствуется, до этого я вдыхал, и когда выдыхал, у меня прямо хрипота вот здесь такая, ну, как бы чувствовалась, даже слышна мне была. А сейчас уже нету. Даже вдыхаю, если когда раньше вдохнешь такой сильно, то сразу кашель начинается. То сейчас вроде бы как, ну-ка, надо попробовать. Сейчас нету. Что-то такое хочется, но не кашляться. А тогда, как только вдохнешь такую грудью всей, и прямо кашель там дын-дын-дын-дын начинается. А сейчас уже, блин, вот и все, как говорится. Я, как говорится, дал заразе понять, что я ее контролирую, и пора бы ей съебаться с моего организма. Один хуй она меня не возьмет. И вот простой метод, как говорится, дедовский, бабушкин метод. Как я помню, в детстве над картошкой, вареную картошку варили, и над картошкой вареной над тебя одеялом накрывали, и ты там дышишь. И все проходило. Как говорится, вот в данный момент я говорю, вот, пожалуйста, меньше 5 минут просто подышал, и уже хрип этот ушел, и дышать легче стало. Так что вот так вот.
Боремся мы все с этой заразой, а? Она все цепляется там за меня, а я ее все время там, давай отсюда, вали. Ой, а. Вот даже сейчас нету боли при кашлянии, а то было все равно такая внутри, такое, что-то такое. Так что ж, старый проверенный метод работает. О, скоро у меня это все пройдет, а когда же это уже? Я даже не знаю. Я уже всю учебу пропускаю. Сегодня был, я так понял, тест в школе по знаниям, то, что там учили. Я, блядь, какой там, у меня и тесты эти были, которые повторять. Я я попробовал учить, какой там, когда все болит, не до этого. Так что так, ладно. Уже легче, уже еще один маленький шаг в борьбе с этой заразой. Надеюсь, я говорю, вот еще пару деньков, и, наверное, она от меня отстанет. А то она у меня уже так заколебала. Раз я пока здесь на подземной парковке, здесь ветра нету, я снова погрелся над горячей водой. Налил воды и минут 8. Так это, подышал, прямо такие глубокие вдохи над горячей водой. Оно все-таки помогает. Прямо, я говорю, я сначала подышал, прямо не было такого уже хрипоты в легких. И сейчас еще подышал. Минут 8, наверное, примерно так. Так что думаю, это я не зря сделал. Думаю, завтра должен быть прорыв к здоровью. Мы прорвем эту линию обороны этой заразы, бля. И искореним ее навсегда. Ну, по крайней мере, это мне легче. И кашель как бы нету. И хрипоты вот этой, которая была совсем уж так. Прямо слышна из легких. Так что я очередной раз надеюсь, что завтра будет все хорошо. Как наступает вечер, так все надежды, как говорится, падают опять вниз. Опять озноб, температура и плохое самочувствие. Днем еще как-то, а вечером как-то сдает организм. Не знаю, купил тут себе малину, ежевику и голубику. Сейчас вот съем. Не знаю, попью чай или просто горячей воды. И ложусь спать. Блин, я уже заколебался, честно скажу.